Всем доброго времени суток. В общем, попала ко мне в руки сборка, которую нужно было перебрать в другой корпус. Ну, я и решил вам этот процесс показать, еще и сделать пару тестов с ней. Если подходить к сборке по факту, должен заметить, что железо там очень даже неплохое, хотя и есть сокет 2011 с разными и шикарными процессорами, и все же эта сборка тоже для себя хороша. Ну, обо всем по порядку, а вот ссылки на эту сборку и на сокет 2011 с видеокартами оставлю в описании с проверенными продавцами. И я, и многие, кто меня смотрит, заказывают с AliExpress или других магазинов. Неважно, с Китая они или нет, но кэшбэк можно получить в EPN. Ссылки есть в описании. Ну давай начнем, и материнская плата фирмы Asus, модель P8B75M, форм-фактор microATX с 4 слотами под оперативную память, что будет плюсом. Следующий плюс это наличие портов USB 3.0 и все 3 видеовыхода, HDMI, DVI версии D, а он обратно совместим с версией I, ну и DSAP, он же в простонародье VGA. Слот PCI Express X16 на процессорах второго поколения будет работать в режиме 2.0, на процессорах третьего поколения в режиме 3.0, то есть 32 и 22 нанометра. Процессор уже из названия понятное дело Intel Xeon E3-1230V2, что говорит о том, что он на 22 нанометровом техпроцессе, и то, что я говорил о PCI Express X16 будет работать по версии 3.0. Ядер в нем 4 потока 8, частота 3,3 ГГц, турбобуст до 3,7 ГГц, правда не знаю на все ядра или нет, не суть. Из приятных моментов это ТДП, всего 69 Вт. Видимо из-за отсутствия видеоядра. Этот камень некий аналог i7-2600, правда кэш третьего уровня у него 8 МБ, ну и держит частоту оперативной памяти в 1333 МГц. Охлаждение башенного вида от фирмы Deepcool, модель Gammax S40 с 4 медными трубками и с ТДП аж в 125 Вт. Тут она с запасом, так сказать, а так поставили что было. Оперативки в системе две планки, одна от фирмы Goodram объемом в 4 ГБ с радиатором черным, вторая от Samsung тоже на 4 ГБ, что в сумме будет 8 ГБ и двухканал. Видеокарта от красных в исполнении фирмы PowerColor, и это AMD Radeon HD 6770 на 1 ГБ и GDDR5 V2, не знаю, что бы это значило. Построена на 40 нанометровом техпроцессе, частота ядра 850 МГц на 128-битной шине, частота видеопамяти 4800 МГц из выходов DVI версии I, HDMI и DSAP, он же VGA. Накопители в системе две штуки, это SSD от Kingston серии A400 на 120 ГБ, ну и жесткий диск VD Blue на 500 ГБ, ничего сверхъестественного и нового. Ну, блок питания хороший, он от фирмы FSP, модель ATX 450 PNR на 450 Вт, конечно же, что в принципе было понятно из названия. По 12-вольтовой линии там 360 Вт, чего хватит с головой. Корпус от фирмы Zalman, модель я погуглил, и она ZM-T3 Black, он самый обыкновенный, офисный, наверное, будет правильней. И от привода для CD-DVD дисковода нет передней заглушки, и это немного портит эстетику корпуса, а в общем он даже симпатичный. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где периодически обновляются новости из мира компьютерных технологий, а точнее новинки железа и периферии, ну и мемы, конечно же. Также приглашаю вас в мою группу в ВК, куда также эти новости пересылаются и в соответствующей теме помогаю с вопросами о компьютерах.
Тесты. Важная часть выпуска, наверное. И поэтому начну с них. Тест синтетики графики в программе FarmArk. И результат 560 баллов. И немаловажный момент — это температура карты. И она просто зашкаливает в 103 градуса. Ее я, кстати, обслужил, замену термопасты произвел. И вот для чего нужны тесты. Ну а теперь тест производительности процессора, программа Cinebench R15, тоже синтетика, и вот какой результат, 523 балла, и надо бы заметить, это хороший результат для камня этого года. Ты же ждал тесты в играх? Вот и они. Начну с CSGO, настройки на средних, разрешение Full HD, хотя надо было на низкие их спустить. Да и счетчик тут не работает, придется командой пользоваться. Ну, в принципе, как и думал, что надо было до низких спустить. Но для справедливости стоит сказать, что фризов и лагов нет, просто количество кадров мало. Ну, КС хоть поиграть можно было, а вот Just Cause 3 вообще не захотел запуститься, ссылаясь на маленький объем памяти. Зато я знаю, какой игре абсолютно по барабану на все, если, конечно, ты не пытаешься ее запустить на калькуляторе. И это, конечно же, World of Tanks. Старая добрая картошка с настройками на средних высоких, конечно же, в разрешении Full HD. Ничего непредсказуемого не было, играть как обычно комфортно, количество кадров может просесть до 35, а максимально до 55, при этом ни фризов, ни лагов нет. Ну и последний проект Warface, разрешение Full HD, настройки на низких, а как думаешь, какой будет результат? Пиши в комментариях и не подглядывай. И тут результат лучше, видимо из-за того, что настройки на низких. В общем 40, 50, 60 кадров стабильно и без фризов. Вот напрашивается в эту сборку какая-нибудь 1050 Ti или 1060, и было бы все вообще отлично. Ты так не думаешь? Ну что поделать, время нынче тяжелое в плане карт, ты, наверное, и сам в курсе, и поэтому эта сборка, наверное, как выход из ситуации. Скорее, видеокарта выход из ситуации, а сборка норм, я считаю. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.